Пурга. Автор Эрик Картман. Валька все ворочался, не спал, ворочался на веранде казак. Ворочался отец в темной комнате, прогибая скрипучую сетку. Шумел между стеклами в окошке лохматый мотыль. Слышно, как тикают часы на кухне, а из прихожей, как капает бачок рукомойника. По очереди тик-кап, тик-кап. Бог его знает, сколько уже так. Может, уже на целый день натикало. Может, накапало полное ведро, а Валька все ворочается, не спится Вальке. Видно Вальке через щель промеж занавесок вот сколько. Палисадник с сиренью, да изгородь с портянками, да на железной дороге фонарь с проводами. Сирень это мама сажала. У нее были цветы красные, оранжевые, желтые, голубые и синие. Зеленого много и без цветов. Не хватало только фиолетовых, чтобы вышла радуга. Портянки это отец сушить повесил. А фонарь на переезде светит, и облаком мотылей носится вокруг него, как снежные хлопья. Ночь на дворе. Только видно Вальке еще через щели, кто-то стоит за оградой, близко стоит. Протянет руку, может отцову портянки снять. Тяжелый, темный. А толстые коли по углам, которые отец отмерял по своему росту, ему по пояс. Вздрагивает Валька, кладет голову на подушку, чтобы видеть в щели сколько только ночное небо, и закрывает глаза. Но не спится. Глянуть бы еще раз, там ли? Никого. Пусть за оградой. Пусто за оградой. Это было еще по августу. Только начали желтеть листья. Сперва Валька думал. Пришел дед Семен, сосед. Он мог зайти и за полночь. Занести отцу долг или вернуть инструмент. До утра не умел терпеть. Только совестливый. Но то был не дед Семен. Валька ворочался до самого утра. Не мог заснуть. Наутро сказал отцу. Отец не поверил, однако вышел посмотреть. Вернулся хмурый, нашел следы. Трава примялась, указывая, что кто-то приходит из леса. С тех пор на ночь казака загоняли в дом, а дверь запирали. Но почему в ту ночь казак не лаял? Ответа Валька найти не мог. Лето кончилось, и Валька уехал в город к тетке Наталье. Началась школа, начались площади. Объемы и дроби забили всю голову без остатка. Больше в ней не умещались ни страхи, ни тревоги. Целая эпоха прошла своим чередом. Был поход с костром, был гвоздь в ноге, было две драки просто так и одна стенка на стенку, когда на Валькиных из двух поселков насели местные и городские. Зимние каникулы начались на 2 недели раньше. Все школы позакрывали на карантин. Валька вернулся в поселок. В нем было всего 7 домов. И так сложилось, что почти все взрослые имели работу в городе. Какое-никакое хозяйство вел только дед Семен. У них с бабкой Зоей было 2 коровы, кобыла-ночка и немного кур. Каждое утро взрослые уезжали на 4 машинах, и поселок вымирал, оставаясь на весь день на деда Семена, бабку Зою, бабку Катю и местных ребят, которые считая Вальку, было 4. Еще, конечно, Игорь, но тот был сильно старше, с мелкотой водиться не желал. И с раннего утра уезжал на мотоцикле по друзьям. Весь день за ними никто не смотрел. Можно было сходить и на ручей, и к заброшенной базе внизу на болоте, и под трубу. Можно было пойти к кому-нибудь смотреть мультики на видике, кассеты у всех разные. Век смотри, не пересмотришь. Родители нарочно сговаривались так покупать, чтобы меняться. Но веселее всего было на тарзанке. Внизу к болоту склон кренился вдоль путей. На болоте всегда было темно, давали тень большие сосны и лиственницы, стеной укрывала высокая железнодорожная насыпь.
К дальней от болота окраине склон задирался все выше, поселок карабкался по нему как плющ. И забор сгоревшего дома, от которого остался только заросший лебедой фундамент, тянулся уже немного выше путей. За пожарищем шел крутой спуск в широкую ложбину. На самом верху, на старом черном дереве, девятиклассник Игорь построил площадку из досок и раек, а от площадки протянул стальной трос до березы в ложбине. Дорога получилась длинная и плавная, спускались по ней на настоящей каретке, держась за две приваренные по бокам ржавые ручки. Дух захватывал от скорости и страха, пока ноги болтались над землей, но уже скоро каретка замедлялась, вставала и чуть откатывалась обратно, не доехав до березы. Дальше шла самая неприятная часть – разжать пальцы и пролететь пару метров до земли, матерясь и пытаясь не попадать задницей в крапиву. Зимой было лучше, зимой поверх крапивы наметало пушистый сугроб. Утро за окном искрилось снегом, в печке трещали дрова, по телевизору шло слово пастыря, а после, значит, будет Дисней. Валька макал жирный блин в вазочку, рисовал сгущенкой на сгущенке буквы, елки и человеков. Человеки сразу исчезали, и Валька, как не торопился, все не мог начитать их до конца, а вот буквы получались здорово. Не успел митрополит закончить передачу, как случилось страшное, аж сердце в пятки ушло. Валька смотрел и не верил глазам. По пузатому экрану бежали не диснеевские заставки, а белые буквы на синем фоне. Буквы были русские, но складывались непонятные. Эфирное время решил занять местный бурятский канал с новостями. Бурятские новости выходили раз в 2 недели и всегда поверх Диснея. Ненавистные бурятские новости. Горюй, не горюй, а мультики накрылись медным тазом. Можно было идти гулять. Валька проглотил сладкий печеный ком, накрыл сгущенку и блины блюдцами, чтоб не сохли, и поставил в холодильник. Натянул подштанники, шерстяные носки, полукомбез, влез в просторные, не по ноге в валенки. Куртку застегнул, вышел на мороз, запер дом на большой навесной замок. До дома Савостиных Валька дошел мигом. За ночь намело, ноги по колено провалились в сугробы, а холодный ветер спирал дыхание. Вчера вечером, когда они с родителем ехали на машине по темному лесу, пурга так ревела, что думалось, может, заметет. Может, не надо будет родителям ехать на работу, и мама будет дома весь день, будут они с ней в шахматы играть у теплой печки. Есть земляничное варенье, но к утру пурга утихла, и родители уехали. С Пашкой Савостиным они не виделись с лета, в школу он не ходил, летом его укусил клещ, и началось. Сперва вдруг навалился сильный жар, заболела голова, Пашкины родители вызвали врача, тетю Таню, для всех в поселке она была Таней, но на самом деле ее звали как-то сложно, по-бурятски. Она смотрела Пашку и заключила: грипп. Выписала кучу лекарств, но долго пить их Пашке не пришлось. В течение следующих 3 дней ему становилось все хуже. Начало колотить и рвать без передышки. На 3-й вечер Пашкин отец не выдержал и отвез его в городскую больницу. Городской врач, старый, седой, когда узнал, что болезни уже 3 дня, что тетя Таня поставила грипп и велела лежать дома, долго матерился. Сразу спросил, был ли недавно укус клеща. Сказал, что у Пашки клещевой энцефалит, и положил в реанимацию. Через 2 недели его отдали из реанимации уже лежачим. Сказали, повезло, выздоровел, ходить не будет, но живой. Однако, хоть врач и говорил, что болезнь прошла, а дома Пашки, по слухам, с каждым месяцем становилось хуже. Как он там один лежит, ничего не может, ничего нельзя, тоскливо, наверное, и страшно, жалко Пашку. Но надежды проведать товарищей не сбылись. Бабка Катя не пустила даже на порог. Она вся
посерела и осунулась до того, что не узнать. От живой рукастой сноровистой старухи осталась одна тень. Куда там моя, он лежит и не встает, свет зажечь не дает, уросит больно баба выключи. С ложечки, Валюша, кормлю его, за что маленькому такое, матерь милосердная, а не надо к нему, Валюшка, пускай тихо полежит. В смутной тоске Валька развернулся от Савостиных и побрел в верхний конец к пожарищу. В предпоследнем доме, отделенном от заросшего фундаментом забором, жили Катанаевы. Следы Катанаевой, да с Пашкой Савостиным, да еще с одним, про которого теперь и вспоминать не хотелось из-за одного дела, Валька с молочных лет облазил всю округу, упал с каждого дерева, разодрал ноги в каждом сарае, лежали на рельсах, чтобы в груди дребезжало от приближающегося поезда. Становились рыцарями и индейцами, жгли костры за ложбиной, зарывали и находили по очереди клады, рисуя карты цветными карандашами. В бане на болоте ночью искали нечисть. Слушали страшные сказки деда Семена про шулюканов, которые ходят по лесам, косматые, с когтями и с копытами, и медведь от них прячется в берлогу. Много всего было, а теперь вот что. Валька хотел позвать Лиду гулять, но оказался фокус-покус. Четверть Лида закончила так паршиво, что отец, уезжая на работу, положил перед ней математику, запер дом и отключил электричество. Чтобы не смотрела телевизор, предполагалось, что вечером она обойдется фонариком, свечами и керосинкой, а там и родители вернутся. Лиду давно уже не боялись оставлять со спичками, она сама топила печь, сама варила не еду. А окна все проверила. Дурак, что ли, посочувствовала Лидка через дверь. Их утеплили давно, разберу, жопу мне все разберут потом. Вообще до 18 лет из дома не выйду. А у вас в котельную дверь была, может, через нее? Ага, конечно, там знаешь, какое шкафище стоит. Батька двигает, кряхтит, при том, что шлангист. Да, ЮКЛМН вообще никак, что ли, спросил Валька с затеянной надеждой. Лидка на очередные вещи отвечать не собиралась, но Валька очень живо представил, как она за дверью закатывает глазенки и показывает средний палец. И вдруг что-то проблеснуло. Валька, не будь дураком, отреагировал быстро, сцапал за хвост. Тогда увидели, что это проблеснула мысль. А знаешь что? Лида молчала. Лид, ты тут говори. Мысль была простая и гениальная в своей простоте. Навесной замок у Вальки был старый, большущий, и подходил к нему толстый потемневший ключ, который вставлялся в знакомую по любому мультику скважину, похожую на человечка платьице. К такому, пожалуй, только ключ и подойдет. Но вот на сарае, куда однажды в наказании сунули Валькин велик, замок был новый, с тонкой извилистой скважиной и маленьким плоским латунным ключиком. Его Валька научился вскрывать карманным ножичком, чтобы брать велик и незаметно ставить на место до приезда родителей. У Катанаевых замок был точно такой же. Одна беда, ножик Ванька не взял. Сдурел, сломаешь замок, батька тебе потом сломает. И правильно сделает, кстати, но сперва-то он меня порешит, а меня вот как раз не за что. Я еще пожить хочу. За 10 минут уговоров и заверений, что 100 раз так делал, Валька начал уже подмерзать. Одно дело бегать и скакать в 7 шубах, и совсем другое торчать на крыльце. Но не успел Валька плюнуть и сказать, что пускай сидит тогда до вечера, как Лидка прекратила ломаться и побежала на кухню. Валька чертыхнулся, кто их женщин разберет. Через минуту в крохотную форточку
Вылетел тонкий острый нож, едва удалось увернуться. «Ты посмотри, куда швыряешь-то, психичка!» Замок был не совсем такой, а если сказать точнее, то совсем ни хрена не такой. Ух, и поматерился Валька, ковыряясь в нем ножичком. Самый тонкий кончик сломался, но тут уж ничего не попишешь. Может, не заметят. А заметят, так не подумают, что он пал жертвой преступного сговора со взломом. Но, наконец, острее прижало какую-то малепусенькую педальку, нож свободно провернулся, и замок безжизненно повис на петле. Закрывать его снова они побоялись, вдруг второй раз открыть не получится. Повесили так для вида. Болото в низине было лесом ближним, а дальше начинался лес дальний. Такая граница получилась потому, что извилистая железнодорожная насыпь шла полукругом, высоким крепостным валом отсекая поселок на холме и тенистую низину с другой стороны, где начинался уже совсем густой темный лес. Самым страшным местом на болоте, кроме бани, была старая водопропускная труба под насыпью, где летом бежал крохотный ручей. Зимой труба была скована льдом и увешана огромными сосульками со всех сторон, как сказочная пещера. И лед в ней застывал такой прозрачный, что виднелись камни на дне ручья. И из-за того, что вода наберзала слоями, когда ручей бежал поверх ледяной корки или капала со свода, получались странные, иногда красивые, иногда пугающие фигуры. По одну сторону трубы лежало подернутое тенью болото, а по другую и вовсе глухой лес. Труба была как бы воротами из неуютного, но привычного и более-менее обжитого мира в мир темный, неприветливый и таинственный. Особенно спокойно здесь было на закате, когда синие тени деревьев удлинялись, снег на болоте окрашивался алым, лучи причудливо играли в фигурах изо льда, а лес на том конце ледяной пещеры уже стоял черный, как ночью. Каждый раз, видя это, Валька спешил домой, подгоняемый странным чувством, словно надо успеть убежать отсюда, пока солнце не село, иначе что-то случится. И он вздыхал с облегчением всякий раз, стоя на склоне у коровьего загона, глядя на болото, с которого сползали последние закатные лучи. Конечно, став старше, они использовали все болото на пузе, исползали все болото на пузе, а как иначе? Баню побаивались и днем, но все же один раз осмелились забраться до ночи с фонариком. Страшно было до чертиков, пугал каждый шорох, даже если не считать демонов, полтергейстов, шулюканов, чётгоров. Оборотней и прочего винегрета из книжек, кино, сказок деда Семена. Самые обычные бичи из больших деревень иногда кочевали по лесам и полям, собирая грибы, воруя собак на мясо и обнося в отсутствие хозяева избы и тепляки, чтобы купить водку на попутном полустанке. За лысой сопкой километрах 5 завелась волчья стая и уже успела зарезать нескольких овец в поселении, административном центре всего муниципального образования из нескольких крохотных поселков в горах. Нет-нет, да сбегали далеко на север зэки и шли всегда на юг к теплу, к железной дороге. Кое-где бродили по лесу цыгане. Это на минуточку, если все же не считать демонов, полтергейстов, шулюканов, чётгоров и оборотней. А попробуй-ка их не считать. Первым делом пошли на пожарище. Каретка, конечно, приржавела с лета. С полчаса они искали машинное масло у Литкиного отца в сарае.
Еще полчаса Валька возился и пыхтел на дереве, как какой-то бескрылый тетерев, смазывая каретку и молотком пытаясь заставить ее двигаться. Наконец взялся за ручки для пробы, вцепился покрепче и прыгнул. Ух, как понесла! Со скрежетом только ветер в ушах. Валька за считанные секунды пролетел метров 40, глядя, как со страшной скоростью приближается береза. Не долетев до ствола, замедлился, откатился немного назад, повис, почти касаясь ногами сугроба. Спрыгнул и провалился по грудь. Захохотал, а наверху засмеялась жеребенком Лидка. Потянула за проволоку, подтягивая каретку обратно. Вдвоем они до соплей накатались на тарзанке, наиграли снежки, снег лепился прекрасно. И даже не мешал разыгравшийся опять ветер. Нахохотавшись досыта, они умолкли, горячие и красные от мороза, как редиски. И вдруг, не сговорившись, пошли на другой конец деревни, к коровьему загону, за которым склон вел в низину. Шутка ли, если это не бывать в родных местах? Валька видел в глазах Лиды тот же огонек, который ощущал под своей курткой. Баня зимой еще красивее и страшнее, чем летом. А труба и вовсе Третьяковская галерея. Снег опять повалил хлопьями, но Валька успокаивал себя. Сейчас одним глазком бы глянуть и обратно. Одна нога здесь, другая там. «Тоже хочешь по болоту пошариться?» «Спрашиваешь?» – фыркнула Лидка. «Наших с города сюда привезти, думаешь, пошли бы с нами? Да мы бы их под автоматом не загнали, наши страшилки травят». «Всякий бред собирают, а я как расскажу про нашу баню и трубу, все глаза по пятаку и пятна на штанах». И последние два слова Лидка произнесла медленнее прочих, как-то растерянно. Она остановилась, Валька быстро нагнал ее. «Чё встала? Валька, посмотри туда». Валька посмотрел, куда показывала Лида, ничего не увидел, но испугался выражения лица. И почти сразу рассердился. Пугает кобыла. Шулюканов увидела психичка. «Валь, смотри, тихо», — повторила Лида. «Вон туда глянь, рядом с трубой, что это такое?» Валька посмотрел еще раз и сразу ёкнуло внутри. Первый раз он принял что-то темное между берез, почти неразличимое в лесной тени за давно знакомый горелый остов, толстый лист вянки, в которую ударила молния. А вот только на том месте слева от трубы его быть никак не должно. Там вообще ничего нет. Пойдем мультики дома посмотрим. Пробормотал Валька, ухватив Лидку за рукав и чуть не в припрыжку пошел прочь, волоча ее за собой. Пройдя шагов 15, он не стерпел и быстро глянул через плечо на лес в низине. На том месте не было ничего. Валька пытался отвлечься. В голове вертелась мысль о лете. Все они были пора ночь, когда не залаял казак. Валька гнал мысли прочь, но не уворачивались и прятались по углам. Лидка даже не подкалывала, что струсил. Видно, испугалась не меньше. Только вот она прошлым летом не видела в окне то же самое, что увидела в лесу в этот раз. Страшно не показалось ведь. Они посмотрели Ладина и стало полегче, а к середине Покахонтас Валька успокоился окончательно. «Тебе домой пора», – начал он, когда кончилась кассета. «Родители скоро будут». «Мне пора», – зло ответила Лидка, – «а тебе не пора, друг называется». «Не хочешь провожать, не надо, только тебе всякое разное идти. Кто меня на замок закрывать будет? Или хочешь, чтоб батька увидел, что меня кто-то снаружи открыл?» Валька мысленно выругался, он совсем забыл про фортель с замком. «А я сказал, одна топай, что ли, одевайся, пошли». Последние грибы встали на дыбы. «Гля,
Принцесса нашлась, домой ее не ведут, сейчас бегом побежишь с пинка. Лидка показала средний палец, но вроде не обижалась. Солнца не было видно за серыми тучами и мело уже не на шутку. Дальние сопки совсем скрылись за сплошной белой пеленой. Ветер крепчал, дул навстречу, и Валька шел впереди, пригнув голову и заслоняя мелкую Лидку. Когда тяжелая деревянная дверь захлопнулась, он с упоением втянул ноздрями теплый воздух. Лидка хорошо протопила избу за утро, и внутри до сих пор было жарко. Вкусно пахло елкой, ее уже принесли, но пока не нарядили. Валька вкрутил на место пробки, и на кухне загорелась лампочка. Задребезжал холодильник. Видно, собираясь на работу, злой как черт, на непутевую дочь, Катанаев отец забыл, что в холодильнике тоже работает от электричества. Молоко скисло, но все прочее сохранилось неплохо. «Попей чаю пока, я по телефону позвоню», — сказала Лидка, ставя на скатерку две большие дымящиеся кружки. Она вышла с кухни, а Валька переставил прокисшее молоко на нижнюю полку холодильника, чтобы никто не спутал. Достал сгущенку и забелил чай. Лидки не было долго, с полчаса. Черпая ложкой земляничное варенье, Валька слушал приглушенное нытье за стенкой. Наверное, отец материл за самовольно вкрученные пробки. Но потом она надолго затихла. Если говорила, то негромко. А когда вернулась, вид у нее был неважный. Дороги замело, к поселку не могла проехать ни одна машина. МЧС только-только начало работать, и в первых строках у них было точно не расчистка дороги к выселку на 7 домов. Железную дорогу тоже занесло, где-то там сейчас работали снегогрызки, медленно и шумно ползли по рельсам, разгребая завалы, а за ними наносило новые. Но даже если смогут все расчистить, то толку. Пригородные давно отменили, и ни один другой поезд не останавливается близко, только проносятся мимо скорые, грузовые и толкачи, освещая округу прожекторами и буферными огнями. Еще Лидка узнала, что дед Семен напряг ночку и поехал в поселение за подмогой, не забыв позвонить всем своим в городе. И замело не замело, а только кончился у бабы Зои нитроглицерин, и сегодня его должны были привезти из города Катанаевы. Вдруг прихватит сердце ночью. А если свет отключится, тут совсем пиши пропало. На машине тут и ехать-то пустяк. Только осилит ли дед Семен на лошади? Скоро 80 лет старику, а Хиус только еще сил набирает, вон как воет в трубе. Сугробы намело. Пройдет ли ночка? На улице темнеет, а если волки? Черта с два от них уйдешь ночью по сугробам. А как же там бабка Катя с Пашкой? Старая она совсем, а на улице пурга поднимается. Некому помочь, надо пойти к Савостиным посмотреть. Не слушая Лидкина нытья, Валька распрощался с ней, оставил замок внутри на веранде, черт с ним, пусть узнают, но запирать ее тут в пургу нельзя, и пошел. Услышал, как за дверью лязгнул крючок. Попадая в петлю, страшно Лидке одной сидеть. А кому не страшно в такую метель? Вон какими хлопьями уже летит. Все кругом серо, как от мотылей. Валька шел, стараясь не упасть. Ветер теперь дул прямо в спину и норовил опрокинуть в снег. Дверь у Савостиных была не заложена. Валька, дернув ее силой, чтобы услышали внутри, едва не упал, когда она распахнулась настежь. Внутри было темно. Пашке от света больно, вот и не зажигают. Света и на улице-то было уже не богато, а через окно просачивались вовсе крохи.
Валька огляделся. Печка топится, а дров рядом нет. Бабка Катя, значит, ушла за дровами. Не работает ни телевизор, ни радио. Пахнет какими-то лекарствами и тихо, как в музее. А это еще что? Посреди кухни стояла здоровенная тумба. Такую даже взрослому двигать одно мучение, а Валька бы и вовсе через порог не переволок. Зачем ее баба Катя сюда выперла? Тумба не играла никакой роли в рельефе местности. До лампочки, стоя на ней, никак не дотянуться, не говоря уже про все верхние полки, до которых баба Катя всегда доставала из табуретки. Единственным во всей комнате предметом, который имел хоть какую-то связь с тумбой, была тяжелая крышка подполья, на которой она стояла. Только для чего? В прихожей грохнула дверь. Валька аж подскочил. В кухню вошла бабка Катя с полной охапкой дров. Увидев Вальку, она охнула, споткнулась. Дрова загремели по полу, оставляя ямы в линолеуме, а бабка Катя села на лавку. «Валюшка, ты кого моя тут? Ты как сюда забрался? Я что ли не заперла?» «Я Пашу посмотреть, баба Катя. Вы говорите, лежит хотя бы так посмотреть». И чего она перепугалась? Сидит, не шелохнется, куда смотрит. «Ты что, моя там пурга метет, глянь, какая страшная. Беги домой скорее, беги до темна, там Хьюз такой заметет тебе в потемках». Баба Катя говорила почти шепотом и косилась за Валькину спину. «Что-то не то. Давайте помогу, баба Катя», — сказал Валька неуверенно. «Давайте вместе с ложки его покормим, я же не могу помочь. Мы с лета с ним не виделись». Баба Катя замахала руками. «Иди, Валюшка, домой, я тут сама, беги, моя, я уж тут». Крышка подпола вдруг грохнула с лязгом, Валька вздрогнул, и баба Катя заголосила и перекрестилась, причитая. «Иди домой, Валюшка, иди, не кормлю я его с ложки, Господи избави, ничем мне его, Валюшка, кормить, не ест он ничего и не говорит. В подполье его заперла, Валюшенька, разве я дура? Я же в лес ходила, видела, что я не вижу. Схоронили мы Павлика, Валюша, и не сказали никому. Отошел наш Павлик неделю как, царствие ему небесное, а я же в лес ходила, все видела. Пришла, а он дома и на ножках стоит, как раньше. Я обрадовалась, дура, а только могилка-то не тронута стоит, Валюшенька, Господи избави, кто же там в подполье сидит? Уходи, Валюшенька, пока не темно». Валька стоял как вкопанный. Сошла с ума баба Катя. Пашку в подполье заперла. Страшно сумасшедший в темном доме. Побежать бы, позвать, только некого сейчас звать. «Уходи, Валюшенька, поскорее», – прошептала баба Катя. Морщинки вокруг глаз промокли. Как стемнеет, придет опять кто-то, начнет в окна заглядывать. Не вынесу сама крышку сыму. Валька похолодел, побежал со всех ног из дома. Выскочил на промозглый ветер. Пурга сшибала с ног, дула теперь во все стороны разом, бросала густой снег в лицо, била по щекам. Дыхание перебивало ледяными порывами. Хлопья слепили, облепляли лицо, хлестали по глазам, но в последних сумерках еще видно было занесенную редкую ограду с толстыми колями и по углам и большую избу. Валька ввалился на веранду и сразу запер засов. Сердце колотилось. Казак не лежал в своем углу на тряпках, а стоял посреди темной веранды и смотрел на него. Что он вот так и стоял тут все время? Бабкин Катин шепот шумел в ушах. Неужели она видела? А что же тогда про Пашку? Правду говорят? Казак боится, не лежится ему в углу. Литка, Литка, дома одна сидит. Как же хорошо, что додумался не запереть. Если ходит кто-то чужой, он может и окно разбить. А Литке только через дверь убежать сможет. Да куда тут к собачьей матери бежишь в такую пургу? Разве что до соседнего поселка можно дойти, если очень-очень повезет. Тут Литке проще. И ей рукой подать до тарзанки. На тарзанке спуститься в ложбину и уже, считай, не догонит никто по сугробам. Вот человечески там спускаться, полдеревни обходить. Валька собрался было зайти в дом и
Вдруг по крыльцу застучали чьи-то ноги. Кто-то сбежал по нему, и в дверь забарабанили. Валька стоял ни жив, ни мертв. Пашка там стоит на крыльце. Пашка на своих ногах прибежал. «Валя, Валя!» Валька опомнился и поскорее отодвинул засов, узнав голос Лиды. От страха он даже не заметил, что не лает казак, а только виляет хвостом. Узнал Лидку даже через дверь. Она влетела из темноты, вся в снегу, и Валька еле смог затворить за ней дверь. Ветер рвался внутрь, не давал. Лидка плакала. «Там Пашка бегает, а он же... Валя умер. Мне мама с дедом Семеном сказали, велели никому не говорить, как он там может бегать». «Это не Пашка», — сказала Валька не своим голосом. И сам испугался, что говорит. «Он в лесу в могилке лежит, бабушка Катя видела, а там на вид Пашка, а на самом деле не знаю кто». Лидка завыла тоненько, съезжившись в углу веранды. Свет потух. Лидка завыла громче, где-то ветром оборвала линию, теперь не будет ни света, ни телефона. Пока не починит, а починит не раньше, чем расчистят дороги, бежать надо. Вдруг ощетинился, утробно заворчал казак, полез в свой угол, прижимая уши. Вот почему он тогда не лаял. Поздно бежать, Валька наклонился к Лидке и прошептал: «Надо в подполье лезть». Ухватив казака за ошейник, а Лидку за руку, Валька силком заволок их с веранды в дом. В кухне было хоть глаз выколи. Кое-как на ощупь Валька нашел холодную ручку на крышке, еле приведя Лидку в чувство, чтобы помогла, он ухватился за ручку. Как только крышка поднимется, ухвати и держи, я перехвачу и вместе поднимем. Что-то засуршало, заскреблось под окнами, Лидка пискнула, но Валька прижал ей ладонь к рту, потом схватил ручку обеими руками, потянул. Крышка не поддавалась. Валька собрал все силы и резко рванул снова. Потемнело в глазах, что-то заболело в спине, но крышка отошла от пола, и Лидка ухватила ее, упираясь изо всех сил. Все еще держа ручку одной рукой, другой Валька хватился за край крышки. Перенес вторую руку на край, вместе потянули. Крышка поднялась и встала на ребро из-за своей толщины, спина страшно болела. Валька чуть ли не спихнул Лидку под пол, а когда та спустилась, передал ей тяжелого скулящего казака. Казак не хотел под пол, вырывался. Последним лез Валька. Теперь скреблись уже и на крыше, и в палисаднике, и у стены. Валька изо всех сил дернул кольцо, и крышка со страшным грохотом захлопнулась над его головой. В подполье было слышно еще лучше. Кто-то скребся, бегал за стенами, забирался на крышу. Кто-то маленький с Вальку. Казак тихо скурил вместе с Лидкой. И тогда Валька услышал шаги на крыльце. Шаги были тяжелые, гулкие. Словно тот, кто идет, был весом с нескольких лошадей. Полы над головой дрожали. Вот стоит у дверей, сейчас дернет. Дверь ударили со страшной силой, словно кувалдой. Опять затрещало дерево, загремело по полу. С таким звуком дверь должна была развалиться пополам, не меньше. Что-то тяжелое заворочилось между крыльцом и верандой, с трудом протискиваясь в дверной проем. Валька хотел снова зажать Лидке рот, но она уже сидела молча, не двигалась. Кто-то пролез из веранды, упало, звякнув. Пустое ведро слетел с кухонной лампочки и разбился вдребезги плафон. Огромная туша двигалась там, не в силах выпрямиться в полный рост. Доски пола скрипели. Валька не помнил ни одной молитвы, но понял, что уже не весть сколько молится про себя. Казак больше не скурил. Сидел тихо, сверху доносился звук. Валька вслушался и тогда понял, на что похоже больше всего. Будто кто-то шарит по полу громадными ладошами. Может, запах заглушила гнилая картошка, или нюх у того наверху был не лучше, чем у человека, а только молитвы помогли. Ударился о стену стол, прогнулись листы фанеры на полу в прихожей. Тот, кто пришел с веранды, теперь выбирался обратно. Провозившись в дверях, снова
сошел по крыльцу так, что полы заходили ходуном. Все стихло, Валька не считал, сколько времени прошло. Из оцепенения вывел казак. Казак лизал руку, Валька прислушался тихо наверху. Никто не топочет, не скребется. Он вытянул руку и наткнулся на Литкино плечо. Литка спала. Осторожно, стараясь не издавать ни звука, Валька поднялся на ноги. В спине кольнуло несколько раз. Кое-как, скрючившись, он забрался по лестнице. Внизу казак вскочил на ноги и бил хвостом по лестнице. Валька уперся руками и плечом в крышку, ногами в верхнюю ступеньку, на люк, что было сил. Спина заныла так, что в жар бросила, но Валька стерпел, приподнял крышку над полом и просунулся в щель. Крышка навалилась сверху, выдавила весь воздух из груди. Отталкиваясь ногами, сдирая спину о деревянное ребро, Валька медленно выползал наружу, стараясь вдобавок не порезать руки об осколки плафона на полу. Наконец сумел вытащить и ноги в валенках. Крышка грохнулась на место, он зажмурился, замер. Но ни в доме, ни на улице не было слышно ни звука, даже пруга вроде бы утихла. Валька нашел в веранду по холоду, которым оттуда тянуло, ветер выл, казалось, прямо в доме. Глаза давно привыкли к темноте, а на улице было все-таки светлее, чем внутри. Сквозь тучи проглядывал стороной роги месяц, на полу веранды валялись щепки и разбитые доски. Еще пара досок висела на петлях при раскрученном дверном косяке. Снаружи по-прежнему мело, но ветер слабел и снег больше не шел. Осторожно, как кошка, Валька вышел на крыльцо, не представляя, куда бежать теперь, когда подполье закрыто, если вдруг кто-то еще ходит поблизости, но никого не было видно ни за поваленной оградой, ни на крыше. Не отпирая калитку, Валька вышел прямо по лежащим колышкам изгороди, огляделся по сторонам, ветер выл, месяц давал немного света, а вокруг не было ни души. Он крался вдоль гаража с стенах и вдоль огорода, готовый в любую секунду сорваться, как заяц, и побежать, позабыв про боль в спине. Ночь была спокойна, ни одно движение не цепляло взгляд, только ветки качались на ветру. Дойдя до пожарища, пробравшись через привычную дыру в заборе, а там на дерево, Валька выругался сквозь зубы, каретки не было. Она болталась где-то там внизу в темноте, ведь они поленились затащить ее обратно за проволоку. А что если конец проволоки там? Валька поежился, пошарил рукой справа и слева, проволока нашлась. С тихим скрипом каретка поползла вверх. В отчаянной ложечке Валька нервничал, оглядывался по сторонам, высматривал движение. Вот она, каретка, ближе, уже почти наверху. Он тянул проволоку, как сумасшедший. Перебежал окостеневшими руками навязанные для упора пальцы в гайки. Месяц совсем выпутался из туч, каретка звякнула, доехав до верха. Не оборачиваясь, Валька вцепился в ручки, оттолкнулся от края и ухнул в темную бездну. Его развернуло в полете, и взгляд сам собой охватился за дальние сосны, над которыми повис месяц. Там внизу, на залитой бледной светом снежной простыне, тянулась к лесу вереница огромных следов. Уходила в черную стену деревьев, а по бокам от нее бежали еще 3 совсем маленькие. Не долетев до конца, Валька разжал пальцы и кубарем покатился по снегу. Поднялся, выгреб ледышки из валенок, вытряхнул из-за воротника. До поселка далеко, не замерзла бы Литка в подполье, пора было идти.